Всем привет, с вами Андрей, вы на канале Рабочие будни в Германии. И наконец-то, ребятки, у меня начался отпуск. Это хорошо. Едем мы на машине своим ходом в Хорватию. Уже не первый раз, так что немножечко я уже знаю, есть опыт. Поделюсь с вами немножко. Начнем мы свое путешествие. Это с покупки, конечно, самое первое, что надо, это вот для прохождения Словении, Австрии, Вигнетен, по-русски это наклейки, налог за то, что ты проезжаешь по вот этой автостраде. Там есть два варианта. Ты можешь купить наклейку на 30 дней или наклейку на 10 дней. Так как мы едем на 2 недели, мы взяли 2 раза по 10. Это чуть дешевле, чем на 30 дней. Так что вам сразу от меня совет, если вы едете на неделю или на 2 недели, вы можете немножко сэкономить, если возьмете 2 наклейки по 10. То есть я взял с 1 по 10 и с 10 по 20. Клеишь вот сюда, где-то, чтобы видно хорошо было, и можешь спокойно ехать. Вот, ребятки, это такие советы пошли. Буду все снимать для вас, интересно, показывать. Так что сейчас я клею вот эти наклеечки на лобовое стекло, и завтра утром уже выдвигаемся. Ну, обычно я выезжаю в воскресенье, так как у нас в воскресенье по Германию грузовые машины не ездят, меньше пробок, но в этот раз не получилось, так как у меня отпуск начался со среды, и мы выезжаем раньше. Ну, а так, самое лучшее, конечно, выходные, то есть ты проезжаешь более-менее спокойно, без всяких разных там стрессов и пробок на дорогах, потому что в рабочие дни, как всегда, тут у нас дороги все забиты в Германии. Так что все, давайте, все буду снимать, вам показывать, смотрим, подписываемся и не переключаемся. Ну что, ребятки, вот наш отель. Остановились мы в Мюнхене на одну ночь. Вот прямо перед отелем есть место, где можно сделать тест. Сейчас, правда, закрыто. Сюда приходишь, делаешь онлайн-термин, и тебе быстренько за 5 минут дают твои анализы, негатив или позитив. А потом уже можно заезжать в отель. Вот. Так что, ну, отель хороший, скажу. Между прочим, он старый, с 1899 года. В стиле баварском. Крыша, посмотрите, как сделано. Да тут все дома такие, гляньте. То же самое. Ну, такая у нас комната на одну ночь. Тут у нас свой дворик есть, уже хозяин костер разжег. Наконец-то мы в Мюнхене, заехали в номер, отдыхаем. В дороге были 9 часов, короче, тяжелый день был, устали. Немножко сейчас прошлись, прогулялись перед сном, но теперь спать, завтра завтрак и утром выезжаем до Хорватии, еще 6 часов езды, плюс 2 границы проехать надо. С 1 июля ввели опять тест обязательный, нужен ПЦР-тест или антиген-шнель-тест. Его можно сделать в любой аптеке, то есть надо заранее заказать по интернету, что ты придешь, в какое назначенное время, делается и на твой email высылается результат. Можно распечатать или в телефоне сохранить. То есть мы сделали у себя в Гамбурге там тест, и сюда приехали, перед отелем стоит специальная такая палатка, там тоже тест делают. В принципе, удобно. Через 20 минут у меня уже был результат бесплатно. То есть я заранее заказал.
Плюс в отеле, вам могу сразу рассказать, я уже езжу много, да, на машине, и обычно через Booking.com заказывают отель. Хотел заказать семейный отель на троих. У них этого номера не оказалось. Были номера двухместные, а мне надо было трехместные. Я позвонил напрямую, говорю, так и так. Мне надо 2 номера брать, или есть, если с ребенком там, да, то дополнительную кровать могут поставить в номер. Он говорит, у нас есть посмотрела, говорит, у нас есть свободный семейный номер. Я говорю, тогда я его уберу, сколько он будет стоить? На Booking.com номер был самый дешевый, 149. Это одна ночь плюс завтрак. Она сказала 99 евро. То есть я заказал напрямую, сэкономил 49 евро. В принципе, неплохо. 49 евро, там можно сходить, заказать себе лишний раз пиццу. То, что мы сделали. Так вот, также я и в Хорватии заказал апартаменты. Я был у них раз, у Ивана, так что туда я опять еду. Первый раз я в них через Booking.com заказывал, на 12 дней что-то было там 900 евро. И сейчас я взял на 10 дней, я позвонил сразу напрямую к нему и с ним договорился на 600 евро. То есть вот такие небольшие нюансы я вам сразу говорю, что, может быть, кому-то это понадобится. Так вот, смотрите, тест надо сделать, так? Это когда уже границу, я не забуду, там не будут проверять, завтра поеду, посмотрю. Так, мы подъезжаем, где надо заплатить налог, стоит 12,50, заказал это все в интернете. Я беру самую левую полосу, я не собираюсь стоять. Вот, ребята, сразу вам говорю, если кто едет в Хорватию, берите в интернете, посмотрите, мы сейчас как сэкономим время. Видите, очередь какая. А вот здесь, кто взял в интернете, заплатил, он подъезжает вот сюда, камера считывает твой номерной знак, и ты можешь дальше ехать. А они будут стоять ждать. Все, едем дальше. Позавтракали, завтрак очень сытный, это можно сказать, как на целый день поел. У них тут и яичница, и всякие мармелады, колбасы, сыры. Очень сытный завтрак. Ну а теперь мы выдвигаемся в сторону Австрии, Австрия, Словения и Хорватия. Так что поехали. Вот еще очередной туннель. Мы стоим в пробке, так как многие люди едут и покупают билет на месте. А мне покупать здесь билет не надо, так как я заплатил это все онлайн. Я должен просто самую левую полосу взять, там специально есть проезд. Но так как вот из-за этой толпы я должен ждать. Сейчас мы подъедем, я вам покажу, как это все делается. Чтобы так не стоять в очередь свою ждать, а просто едешь дальше, без задержек. У меня бесят такие люди, которые вот не умеют читать таблички. Посмотрите, самая левая полоса нарисована, что это только для легковых машин. А туда залез этот автобус, он заблокировал, он теперь не может оттуда выехать, так как вот эта полоса как раз она нужна для вот, дигитальных пропусков, кто купил в интернете. А вот остальные, посмотрите, там все нарисовано. Даже если ты по-немецки, по-английски, по-русски говоришь, нарисовано. Вот правая полоса для грузовой, потом для дом на колесах, для мотоциклов. Вот эти полосы пошли уже для легковых. А вот этот, извините меня за выражение, вот он стоит там, и он не знает, что ему делать, еще аварийку включил.
Наконец этот человек задним ходом выехал, так как он не заплатил, шлагбаум не открылся, и он выехал. Он пытается теперь сейчас заехать, я его покажу, этого человека, редиска этот. Давайте я вам покажу преимущество движения, когда у тебя уже все куплено, когда ты просто проезжаешь, шлагбаум автоматически открывается. Посмотрите, скорость очереди идет во много раз быстрее, вот как там. Там надо остановиться, заплатить на кассе, а здесь вот ты подъехал, камера считывает твои номерные знаки, а вот мужик, смотрите, вот он не заплатил. Видите? Вот зачем он сюда залез? Ну, это называются такие хитрые люди. Посмотрите, номерной знак запомните. Вот видите, я подъехал, он сразу открыл. Так, сообщаю вам, что мы едем по туннелю, который протяженностью проходит 7000 метров. То есть это 7 километров. Вы представляете, его сквозь гору прорубили. Так, ну что, вот мы выехали с туннеля, и у нас сразу начинается Республика Словения. Вот. Сейчас мы глянем, как тут вообще будет происходить. Будет досмотр, нет, или проедем. Так, это что такое у нас? Пропускной пункт, я так понял. Никого нет вообще, пусто. А где все? Это мы, получается, мы уже все в Словении, ребята. Даже нас никто не посмотрел. Едем дальше. А на противоположной стороне, посмотрите, какая пробка. Это у нас машины едут в Австрию, так как у нас с 1 июля ввели обязательные тесты. И я так предполагаю, что эти тесты надо показывать на границе. Ну, мы уже знаем об этом и поедем мы пораньше обратно, чтобы вот так не стоять здесь. Смотрите, это мы уже 2 километра проехали, до сих пор машины стоят. И конца и края не видно. Так что, ребята, сразу совет вам еще один. Границу переезжать поздно вечером или рано утром. Самое такое оптимальное время для пересечения границы. Ну а мы едем дальше. Ну вот мы добрались до границы Словения-Хорватия. Ехали мы не по обычной дороге, где все туристы едут, а немножечко в сторону отъехали, так как здесь, если посмотрите, на границе практически никого нет. Тут, перед нами пару машин стоит и все. Сейчас посмотрим, что они, какие документы потребуют. Так, проходим границу. Сейчас посмотрим. Там вон к окошку надо подъехать. Они, наверное, посмотрят паспорта. И поедем дальше. Людей совсем мало. Как-то даже непривычно. Ну что, ребятки, до Пула осталось 89 километров. Мы только что прошли границу Словения-Хорватия. Я думал, будет серьезно все. Приготовил паспорта, все документы. У нас тест негативный тоже с собой. Заполнил в интернете формуляр, что мы заезжаем в Хорватию. Открываю я окно, показываю все свои документы. Женщина сидит на таможне. Она махнула рукой вот так, типа, едь, не мозоль мне глаза. И мы проехали. Я на этой границе был минуту, ребята. А я специально в Мюнхене останавливался в гостинице и делал вот эти тесты, потому что стояло с 1 июля въезд только при наличии теста. А в итоге, ну это все, ворота автоматически открываются, апартаменты ждут, заезжаем и можно вещи распаковывать.
Так что, друзья, смотрим видео, подписываемся на канал. Сейчас я отдыхаю. 2 недели здесь. Может, что-то будет интересно, поснимаю для вас. Увидите. Рядом я нахожусь с Пулой. Пула — это очень старый город. Очень много старых построек, которые еще стоят со времен Древнего Рима. Там находится арена. Туда я обязательно съезжу и для вас поснимаю. Так что давайте. Отдыхаем. Всем пока.